Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Героем нашего сегодняшнего обзора станет телескоп Целестрон Астромастер 130 EQ. Светосильный рефлектор системы Ньютона, установленный на экваториальной монтировке и стальном трубчатом штативе. Производитель адресует указанную модель любителям астрономии, уже обладающим некоторым опытом работы с телескопами и имеющим представление о системах небесных координат. Итак, пока позволяет погода, поспешим за город для сборки и тестирования телескопа по различным небесным объектам. Целестрон Астромастер 130 EQ поставляется в довольно большой и увесистой картонной коробке. Распечатав ее, мы обнаруживаем цветную подарочную упаковку с красочными фотографиями и описанием телескопа. Продолжая распаковку, внутри мы находим две большие коробки со штативом и трубой, несколько коробок поменьше с аксессуарами, иллюстрированное руководство по сборке телескопа и два компакт-диска с инструкциями и программным обеспечением. Начиная сборку, первым делом устанавливаем треногу телескопа по уровню, вытянув ноги штатива на требуемую высоту. Это в дальнейшем важно для точной настройки полярной оси монтировки. Не забудем установить полочку для аксессуаров, специальные пазы растяжек на треноге и повернем ее до защелкивания. Полочка служит не только для хранения окуляров и других принадлежностей, но и придает штативу большую устойчивость. Далее голова монтировки укладывается на верхнюю площадку штатива и затягивается винтом снизу, но при этом надо сориентировать направление полярной оси по линии север-юг. При этом в сторону севера должна быть направлена верхняя часть монтировки. Угол наклона полярной оси регулируем упорным винтом, проверяя его по шкале широты места наблюдения. После того, как мы добились нужного положения, подтягиваем боковой винт в месте соединения полярной оси с основанием монтировки. Выставив монтировку, устанавливаем ручки тонких движений, а на нижний конец оси склонений прикручиваем металлическую штангу. Аккуратно навешиваем и закрепляем на ней противовесы. На нижний конец штанги накручиваем гайку, которая предотвратит случайное соскальзывание противовесов. Труба телескопа закрепляется в разъемных кольцах и устанавливается на монтировку с помощью крепления типа ласточкин хвост. То есть фрезерованная пластина на кольцах трубы вставляется в специальные пазы на монтировке и затягивается винтом. На кольцах трубы имеется стандартный винт четверть дюйма, на который может быть установлен фотоаппарат для проведения фотосъемок звездных полей. Телескоп в этом случае будет служить гидом. Гидирование, то есть слежение телескопа за объектом, осуществляется с помощью механизмов тонких движений. На оси склонений этот механизм, состоящий из винта с толкателем и возвратного рычага, а на полярной оси это червячная пара, на которую при необходимости может быть установлен электропривод, что существенно упростит визуальные наблюдения и позволит проводить начальную астрофотографию. Теперь проведем балансировку телескопа. Для этого закрепим тормозом полярную ось, немного ослабим зажимные винты на кольцах и двигаем трубу вдоль своей оси. Далее зажимаем ось склонений, отпустим винт оси прямого восхождения и двигаем противовесы. Хорошая балансировка телескопа будет залогом высокой устойчивости и плавной работы механизмов тонких движений. Труба телескопа выполнена из листового металла, крепление диагонального зеркала с винтами юстировки пластиковое с довольно толстыми растяжками. Это образует большие дифракционные лучи при фотоработах, но придаст драматичный, лучистый вид ярким звездам при визуальных наблюдениях. Главное зеркало телескопа, установленное в нижней части трубы, защищено по бокам массивной пластиковой накладкой, а с торца трубы – круглой заглушкой. При этом юстировочные винты выведены наружу, что очень удобно при проведении юстировки.
Фокусер телескопа рассчитан на стандартные аксессуары, дюйм с четвертью, и хотя изготовлен тоже из пластика, работает довольно плавно. Такое же бюджетное исполнение имеет и искатель типа Red Dot. Он, конечно, поможет навести телескоп на объект, но лишь при использовании длиннофокусного широкоугольного окуляра. Увы, производитель не очень позаботился об этом вопросе. В комплект поставки входит лишь два окуляра. 10-мм окуляр Кельнера, который имеет вполне достойное качество, и 20-мм оборачивающий окуляр с плохим контрастом и малым полем зрения. Последний, хотя и применим для хорошо освещенных земных объектов, для астрономических целей практически непригоден. Производитель, впрочем, как и в большинстве своих телескопов, оставляет возможность выбора окуляров потребителю именно под свои наблюдательные цели. Вот и мы, вооружившись дополнительно некомплектными окулярами 25 мм и 5 мм, приступили к наблюдениям. Главное зеркало телескопа имеет 130-мм апертуру и светосилу 5. Благодаря этому телескоп вдали от городской засветки, при прозрачном небе и с хорошим широкоугольным окуляром замечательно покажет вам звездные россыпи Млечного Пути. Вы различите цвет у ярких планетарных туманностей, таких, например, как Гантель в созвездии Лисички. Шаровые звездные скопления предстанут пушистыми комочками, по краям распадающимися на отдельные звездочки. С 5-мм окуляром планеты тоже не оставят вас равнодушными. Сатурн при достаточном развороте колец покажет щель Кассини, тень от колец на диске и крупные спутники. На Юпитере в 130-мм телескоп уже можно рассмотреть знаменитое большое красное пятно, тени от галилеевых спутников и крупные детали в поясах. А как же Луна? Луна будет прекрасна всегда. При любой фазе, в любые окуляры на нашем естественном спутнике всегда найдутся подходящие объекты для наблюдений. Горы и долины, моря и заливы и, конечно же, многообразие кратеров, главной достопримечательности Луны. В целом Астромастер 130 EQ показал себя как телескоп с хорошим качеством оптики и механики, привлекательным дизайном и красивой упаковкой. Немного омрачает некоторое неудобство в использовании искателя, небогатая комплектация, низкое качество 20-мм оборачивающего окуляра. Решающим недостатком это считать нельзя, так как всегда есть возможность приобрести дополнительные аксессуары под те или иные объекты наблюдений. Одним словом, для человека, серьезно увлеченного астрономическими наблюдениями, которого не пугает некоторая сложность настройки экваториальной монтировки, телескоп станет прекрасным выбором как для визуальных наблюдений, так и для начальной астрофотографии. Это может быть планетная съемка через телескоп с камерой типа Celestron NexImage или же съемка звездных полей, установленным на телескопе фотоаппаратом со штатным объективом. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!